Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Баран узнает, что Джавахира освободили, он паникует и немедленно отправляет людей следовать за ним. Затем он сообщает Джихану, что Ферат многое сделал, чтобы сорвать его планы, поэтому отправьте туда несколько машин с людьми. Между тем, когда Дилан и госпожа Азади приходят в учебную комнату и говорят, что они очень беспокоятся о Ферате и Гуле, Баран говорит, что не бойтесь, Джихан сейчас отправит туда людей. Когда Ферат сообщает Гулю, что Джавахира освободили, Гуль очень пугается и беспокоится, что мы здесь одни или он попытается что-то с тобой сделать. Ферат пытается меня успокоить, потому что я боюсь, что это так просто. Ясмин очень расстроилась, когда Сельма отдала часы Харуну и сказала: «Я забыла их вчера вечером». Тем временем Харун репетирует, как он откроется Ясмин, и заказывает столик в ресторане. Но он не может решить, как сказать это, в панике. Пока Бэрон злится в своей спальне и думает, что делать, к нему приходит Дилан и говорит: «Я очень боюсь твоего гнева». Бэрон успокаивает Дилан и утешает ее, говоря: «Не бойся, я с тобой, наш ребенок не вырастет без отца». Пока Сабиха Ханем оказывает давление на Хасана и заставляет его позвонить Джавахиру, Шаир звонит ему, но он не отвечает. Джавахир возражает ему, и когда госпожа Сабиха спрашивает, почему вы не взяли трубку, Хасан отклоняет номер телефона, говоря: «Я не знаю, кто это, я должен позвонить на любой номер, который я не знаю». Затем, когда Сабиха настаивает, он звонит ей и говорит, что у него есть ее старый номер, а затем заставляет Сабиху послушать, как она говорит, что номер, по которому вы звоните, не используется. Госпожа Сабиха уходит, говоря, что если вы поговорите с Джавахиром, вы дадите мне знать. Джавахир Баран недоумевает, как ему удалось выбраться оттуда, но не отпускает меня, потому что говорит: «Бесстрашный, зубастый враг только для меня». С другой стороны, он готовится поехать за границу. Пока Дилан и Бэрон рассказывают друг другу, насколько они ценны в постели, Бэрон догадывается, о чем думает Дилан. Хоть Баран и говорит, что я тоже об этом думала, но посадила мужчину у их дверей, потому что думала, что Ферат не придет, Дилан спрашивает: «Этого достаточно? Они одни, они далеко от нас». «Баран, иди спать сейчас, я пойду и поговорю завтра, я приведу их обоих в особняк, пока проблема с Джавахиром не будет решена». Когда он говорит, Дилан ласкает лицо Барана и говорит: «Какой красивый мужчина, Баран, я очень счастлив. Баран говорит: «Мне повезло, я муж такой сострадательной и добросердечной женщины, как ты. А теперь пойдем спать». Утром в комнату Джихана приходит Баран. «Я хочу довести вопрос с Фератом до конца, но теперь условия изменились, я принял решение. В этих обстоятельствах Ферат и Гуль должны находиться в особняке». Пока Азади приходит к ним и говорит: «Мой дорогой сын, это самое лучшее». Когда Баран говорит: «Я пойду и заберу их в ближайшее время, пообещай мне, что ты сдержишь свой гнев, когда придет Ферат», Джихан говорит: «Я никогда не прощу его, но я сознаю опасность, поэтому я не буду причинять никакого вреда». Беда. Когда Баран выходит из комнаты, говоря: «Добро для тебя», говорит госпожа Азади: «Ты поступил очень по-взрослому, сынок, молодец, ты еще раз показал мне, что он сын Кудрета Карабея, брата Барана Карабея». Ферат не может уснуть до утра, а утром говорит Гулю, что «Я отвечаю за твою безопасность, поэтому отправлю тебя в особняк, там безопаснее». Гуль не принимает этого и говорит, что «Я никуда без тебя не пойду». Ясмин не встает с постели, не собирается и не хочет идти на работу. Когда Баран приходит в комнату и говорит, что пошел забрать Ферата и Гуля, когда Дилан проснулся, Дилан очень рад, что он тоже может пойти, но Баран не хочет его брать. Пока Харун с волнением ждет Ясмин, он удивляется, когда Цеврия приходит одна, и задается вопросом, что не так с Ясмин. Пока Баран в панике уходит, Джихан останавливает его, спрашивая, куда торопиться. «Мне позвонили из двери Барана, кто-то захотел меня видеть и вышел ко мне».
Господин Кудрет и Джихан идут посмотреть, кто пришел за ним, Джавахиром. Когда баран спрашивает, зачем вы пришли, Джавахир говорит, так ли встречают гостя. Когда вы говорите барану, что законы, которые вас волнуют, освободили меня, баран спрашивает, согласен ли ваш отец. Лицо Джавахира падает, и баран говорит, что лучше прислушаться к словам отца, иначе он не сгорит с другой стороны, и спрашивает, чего ты хочешь. Джавахир говорит, что я пришел сдержать данное тебе обещание, я убью всех твоих близких одного за другим, теперь мне просто нужно уйти в небольшой отпуск. Когда баран так говорит, он хватает Джавахира за шею и говорит, если ты тронешь моих близких, я заставлю тебя пожалеть о своем рождении, а теперь уходи отсюда. Пока баран входит внутрь, к нему подходит господин Кудрет и спрашивает, что случилось, сынок. Баран пришел провоцировать, говорит, я собираюсь забрать Ферата и Гуля, особняк доверен тебе. Затем Дилан говорит, я пойду с тобой, я не хочу никаких возражений. Харун выглядит очень рассеянным во время готовки. Когда Цеври спрашивает его, не обидел ли он Ясмин, Харун сначала сомневается в себе, а затем говорит, я ничего не делал, лучше позвоню этой девушке. Ясмин видит звонок и не отвечает, затем Харун паникует и уходит из ресторана, говоря, ты сказала, что заболела, я пойду проверю, тетушка. Когда Дилан идет с Бераном и радуется, что мы все вместе будем вечером за столом, Беран рада, что она так счастлива. Ферат настойчиво пытается уговорить Гуля отправить его в особняк одного. В этот момент они слышат тормоз машины и пугаются. Ферат тут же хватает пистолет и идет к двери. Когда он смотрит, он видит, что это машина барана, и они чувствуют облегчение. Дилан и Беран выходят из машины и идут к ним. Гуль и Ферат очень удивляются, когда баран говорит, собирайтесь, мы идем в особняк. В то время как люди в особняке беспокоились о том, смогут ли Ферат и Гуль прибыть благополучно, все посмотрели на него с гневом, когда Хасан сказал, какой друг Ферат, он занялся делами страны. Когда Ферат говорит барану спасибо за предложение, но я не могу прийти, баран говорит, что сейчас не время гордиться, давай. Ферат говорит, что я не гуру, у меня просто нет сил смотреть кому-то в лицо. Когда Ферат не убежден, баран говорит, что мужчины останутся здесь, я увеличу количество мужчин, давай, Гуль, пойдем. Когда Гуль говорит, что внутри меня плохое предчувствие и я чувствую, что должен остаться здесь, Ферат говорит, что это временная разлука, не волнуйтесь, мы осуществим наши мечты. Барану звонят и говорят, я видел, как Джавахир шел к последнему контрольно-пропускному пункту самолета, летевшего за границу, но я не видел, чтобы он садился в самолет. Уходя с чемоданом в руке, Гуль возвращается, обнимает Ферата и плачет. Ферат остается один в летнем доме. Господин Кудрет разговаривает с Джиханом и спрашивает, нужно ли Ферату вернуться, справитесь ли вы, когда Джихан говорит о том, что делать, очень трудно забыть то, что они сделали, я не могу его простить, его слышит дядя Ахмед. Затем он приходит к ним и советует, что прощение – это дар, который человек дарит самому себе. Когда бараны приходят в особняк, они в панике видят, что Ферата там нет. Баран недоволен, и когда он снова пытается пойти за Фератом, Дилан говорит, что пойдет с тобой. Баран говорит, что ты не придешь, и когда Джихан говорит, что он убедится, когда увидит тебя и меня, Баран говорит да, и они идут вместе. Когда Харун приходит навестить Ясмин, Харун спрашивает, не сделал ли я что-то, что причинило тебе боль, я извиняюсь. Ясмин говорит, хватит твоего нестабильного поведения, ты не можешь заниматься любовью с двумя девушками одновременно. Вступил на путь с Сельмой, не дай мне вступить на этот путь с тобой, и закрывает дверь. Пока Ферат разговаривает сам с собой и говорит, ты снова один, Ферат, приходит Баран и Джихан. Баран говорит, что я не могу оставить тебя здесь одного, пока псих по имени Джавахир отсутствует. Ферат говорит, что я не приду, мне нет места в этом особняке, ты пришел зря. Тем временем Джавахир целится в Ферата и говорит, давайте начнем в случайном порядке.
В своей комнате госпожа Азади говорит: даже если бы мне сломали руку, я бы не сделала этого, потому что Хасан был таким жестоким. Если бы Кудрет стал отцом вместо Хасана, этого бы не произошло. Когда Баран пытается силой увести Ферата, Ферат говорит: я не делаю прихотей, я не хочу никого беспокоить. Баран Джихан приехал сюда по собственному желанию и говорит: приезжайте хотя бы на несколько недель, избавимся от этой беды, а потом идите куда хотите. Джавахир ждет возвращения Ферата, и как только тот возвращается, нажимает на курок и стреляет в Ферата. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.